И, друзья, всем привет! С вами, как всегда, я, Юлия Баталова. Сегодня у нас пятница, друзья, и вышла я с детьми во двор посидеть немножко. Только они у меня куда-то ушли, время 9 утра, уже 32 градуса показывало. Я решила, думаю, хотя бы с утречка немножко детей вывести подышать. Сегодня оба не захотели идти в садик. И думаю, целый день же не будем лежать дома. Ну, мы, в принципе, и дома не лежим, мы ходим в бассейн. Вот, но в своем сите находимся. Никуда вообще не выходим, потому что в жару, вот сейчас 32, еще более-менее, если немножко поднимается температура, уже все, это очень сильно ощутимо. И никуда ходить не хочется. Но с утра, когда просыпаешься, когда еще только 8 утра, прям вот на все это смотришь, вот эти вот ароматы природы прям вообще манит. На балконе стояла сегодня полчаса, на это все смотрела. Смотрите, какие цветочки. Вообще красота, конечно. Вот эту только неделю пережить. И все, потом начнется вообще прям красота-красота. В соседнем сите у нас тоже детская площадка. Напротив тоже, получается, у нас детская площадка. То есть здесь в каждом сите есть своя детская площадка. У нас еще есть дополнительно бассейн и сауна. Не знаю, в соседнем сите, если она нет, бассейн. Но в основном у всех есть. Именно вот кто здесь в этом райончике селится. В основном вот такие вот сите с бассейнами, со своей площадкой. Дети нашли шарик, застряли там. Хотела с ними поболтать немножко, чтобы они сегодня рассказали, почему в садик не пошли. Так, давайте расскажите мне, почему вы сегодня вдвоем в садик не пошли? Аж вдвоем. Как так может быть? В общем, мы вчера решили, что Азалия сегодня дома будет, а Алмаз пойдет. Сегодня там еще как раз-таки футбол был. Но что-то с утра пошло не так. Расскажи, Алмаз, почему ты сегодня в садик не пошел? Потому что я не выспался. Вообще, Алмаз, скажи, сколько тебе лет? Мне 6. Тебе не пора ли в школу уже в этом году? Пора. Ну, все, в садик уже ходить не хотите, да? Да. Расскажите немножко. Хочу вам что-то сказать, ребята. Скучно. Ребята, мне там уже неинтересные игрушки. Там игрушки уже для малышей какие-то стали. Для 4 лет, для 5 лет, а она уже 6. А какие игрушки вам интересны сейчас? Что? Какие игрушки вам интересны? Нормальные игрушки, знаешь какие? Какие? У нас мне нравятся мягкие игрушки, милые. А мягких игрушек нету в садике? Да, только какие-то красивые девочки игрушки. А тебе почему не нравится там? Я хочу мягкие игрушки. Тоже потому, что игрушек нету? Там мягких игрушек милых нету. Нет, там просто нет машинок. Да. Машины. А вы знаете, что в школе не будет машинок и игрушек вообще? Даже, Что вам надо будет учиться там? даже спать не буду. И спать вы не Даже будете? кушать? Вот по поводу кушать не знаю, вы, наверное, будете до обеда только ходить, так как это государственная школа. Дома, скорее всего, кушать будет. Может, какой-то перекус, может быть, будет? Перекус какой-то, наверное, будет. Ну, в общем, с садиком все, значит, прощаемся. Больше ходить не будем, раз вы так сильно не хотите туда Завтра ходить. пойдем в школу. Нет, в школу пойдете в сентябре. В августе мы отдохнем все. Это сколько? Это 37 дней. Да, это 30. А сегодня сколько? 35? Вообще-то еще турецкие школы начинают учиться не с начала сентября. Так что Там вода? там, наверное, дней 50 еще Там осталось. вода? 50? Угу. Вообще, если так подумать, действительно, школы турецкие начинают учиться где-то с 20 сентября. И, кстати, бассейн тоже где-то примерно... Зачем ты так делаешь? Обратно давай собирай. Это для кошек было. Короче, я сюда еще и для кошек взяла корм, Азалия взяла и все пролила. Я хотела кошек покормить, так как здесь в Турции всегда очень много животных. Еще и для гусей взяла всякую еду. Короче, собирай, Азалия. Еще нам нужно сходить в магазин за молоком. Так что сейчас все это с вами вместе сделаем. Вот. Муж у меня на работе.
многие комментарии не комментирую, вообще не отвечаю, потому что, ну, к нам это не относится, вот, и поэтому я не могу ничего сказать, поэтому то, что не знаю, не комментирую. Так, ну а мы идем кормить гусей. Сейчас 100% они увидят нас уже и подплывут. Вот, обычно так получается. Короче, очень жарко, вот прям реально жарко. Быстрее, быстрее домой хочется. Как в бане, да? Как в баню, а Мус еще забыл кепку одеть. Супер. Так, ну что, вот я сейчас вот сюда вот пакетом им поманю. И все, и они тут, как тут, вот увидите. Тыр-тыр-тыр-тыр-тыр-тыр. Ну вот, как я и говорила, смотрите, в ряд прям плывут. Тут как тут. Вот, видать. Вот и помидорки им я накидала. Короче, не буду хлебом кормить, а то опять тапками закидаете. Мы уже доходим до шока. Там, кстати, как раз кошечки сидят. Сейчас их покормим. Так, смотрите. Кстати, это тот кот, который к нам пристал с парка. Если вы предыдущую серию смотрели. Теперь он уже не у нас живет, а вот здесь, возле шока. Хотя здесь кошек тоже полно. Все, идемте в магазин. Там кондиционер, и там хорошо. Так, пока, пользуясь случаем, пока в магазине мы. Тут тем более хорошо. Покажу по ценам немножко. Ну и пока у меня зарядка не села, потому что зарядка садится. Так, начну, как всегда, с печенек. Да, печеньки стоят 29 лир. Есть до 74. Вот этот вот рулокат мы очень сильно любим. 56 лир. Это шок. Всегда во всех сетевых магазинах цены разные на пару лиры. В Мигросе я считаю, что дороже в Каррефуре, чем в шоке. А вот чипсы 34,47, 25. Такие обычные чипсы из кукурузы. Так, дети покупают сок. Соки по 50, по 60, по 41 лира. Есть маленькие по 14 лир, по 13 лир, по 10 лир. Что тут еще есть? Red Bull 39 лир. Лейс 42 лиры. Лимонады всякие. Миринда Швепс по 45, 47, 50. Полторашки. Молочко есть тоже разные. Здесь в коробках в основном такое я не беру. По 33 лиры, по 38, по 26 есть. Вот вообще мало жирности, 1,5% 39 лир. Есть еще даже вот миндальная, пшеничная. Поднимай. Да, роняешь, во-первых. Во-вторых, кто тебе сказал трогать вообще? Детская по 10 лир не советую покупать вот такие вот. Там очень много антибиотиков добавляют. Ну что, возьмем молоко с холодильника, поставь на место, это не будем брать. Зачем ты трогаешь, а? Уф, с этими детьми, короче, смотрите, хлопья есть овсяные. Вот, например, даже есть каши, да? Вот эта вот мягкая каша 50 лир стоит. Сколько там грамм? 350 грамм, 500 грамм тоже, наверное, где-то так стоит. Вот, несквиков здесь не вижу. Ну и обычные хлопья 48 с молоком кушать. 139 лир есть. Вот какой-то маленький 250 грамм за 27 лир есть. Смотрите, яйца 30 штук 129 лир. Сколько яиц у вас сейчас стоит, напишите. Здесь получается 260 рублей, если на рубли переводить. Сейчас лира 2 рубля. 15 штук 75 лир. Ну, где-то 150 рублей стоит. 38 стоит. Да, молоко обязательно возьмите. 38. Молоко стоит 38. Мы вот такое обычно покупаем. Возьмите корзину, пожалуйста. Вон там вот у выхода. Курица цельная, смотрите. Пошет написано бутун, то есть цельная. 77 лир за килограмм. То есть получается, что тоже где-то 150 рублей за килограмм цельной курицы. Так.
Вот это вот багет, то есть вот это вот ножки багет называется, 89 лир. Ну, где-то получается 180 рублей ножки стоят. Остальное не буду показывать, дальше проходим. Здесь вот картошка фри есть замороженная. Хорошо. 55? Да. Хорошо. У Азалии один сок маленький, и у нее 7 стоит маленький сок. Хорошо, 7 лир стоит. Ты тоже себе такой маленький, только возьми, такой большой нам не надо. Мейве сую, кстати. Мама, Здесь нельзя завтра говорить. придет. Хорошо, мейве сую. Слышишь меня? Не сок, а мейве сую. У них нельзя говорить сок. Возьмите корзинку. Корзинка возле... Алма сейчас найдет. Короче, лук 9 лир. Значит, 18 рублей. Картошка 12,90. Значит, где-то в рублях 26 рублей картошка будет стоить. Вот. Помидоры и огурцы. Огурцы 21 лира. Помидоры 44. Это значит, огурцы 40 рублей, например. А помидоры стоят где-то 80 рублей, да? Смотрите. За 19,90 даже есть доматес. Это вот такие вот удлиненные. То есть в рублях это 40 рублей будет. Так, арбуз стоит 6,50 за килограмм. Дынька, так, 16 лир. Что там еще дальше у нас? Сыры. Сыры разная цена за килограмм. Есть вот 185 лир. Ну, где-то получается 390 рублей. Есть за 143, 650 грамм. Знаете, это сыры такие, вот как для греческого салата, как он называется, сыр. Вот наподобие вот таких сыров мягких в водичке. А вот есть тоже очень много разных сыров. Тут тоже вот такой вот сыр я люблю, чубук-сыр. Топ-сыр тоже вкусные такие, очень на моцареллу похожи. Есть вот такие вот обычные твердые сыры. Например, 500 грамм 169 лир. Считай, 340 рублей 500 грамм. Сколько у вас сыра стоит? Есть вообще большие вот такие вот. Так, мы сейчас еще, кстати, йогурт возьмем. Мы любим йогурт здесь. 4% вот такой вот возьмем. Да, стоит он 56 лир. 1,5 килограмма, кстати. Вот. Так, дай сюда. Что мы покупаем? Ложи. Смотрите, какая корзинка маленькая. Что еще взять? Давайте покажу. Ну, я, подожди, зрителям покажу. Вот, киндеры. Киндеры, вот мы любим вот такие к чаю, покупаем иногда. Киндер Пингвис 16 лир, одна штучка стоит. Сколько стоит киндер Пингвис сейчас у вас? Это получается в рублях 32 рубля. Есть вот такой вот молочный ломтик, тоже киндер. 26 рублей в рублях получается. Вот, айран тут очень вкусный, кстати, в стаканчиках. 7 лир стоит. Если большой брать айран, вот такой вот, то цены не вижу, короче. Внизу цена, смотрите. 47 стоит вот такой айран. Кефир вижу. Литр стоит 72 лиры. Кстати, очень-очень вкусный кефир. Сегодня я блинчики с утра приготовила детям из кефира. Вот такие вот цены. Еще быстренько покажу. Сливки. Вот в такой упаковке здесь идет 200 миллилитров, 34 лиры. Ну, получается 68 рублей. И вот такой вот сыр тоже я люблю. В ломтиках 8 штук. Внутри идет 34 лиры. Особенно вот с семитиком очень вкусно. Ну, значит, 68 рублей где-то. Еще плавленые сыры вот такие вот есть по 300 грамм. 49 лир, ну, где-то 100 рублей, значит. 300 грамм. И можно здесь найти моцареллу. Вот такую вот уже натертую. Стоит 67 лир. 150 грамм натертая моцарелла. Так, йогурты показала я вам. Давайте еще покажу сливочное масло. Вот килограмм сливочного масла 82%, вот такой вот, стоит 299 лир. Килограмм. То есть
Сколько это? На 2 умножить, 600 рублей получается. Вот. Так, что еще показать? Колбасы, конечно, здесь невкусные. У меня, кстати, все еще колбасы остались от мамы. Мы ее в морозилку засунули. Каждое утро там, когда заканчивается, берем по одной. Вот, ну, очень вкусные, конечно, у нас колбасы. Но здесь не такие. Вот максимум, что мы берем, это вот хинди фюме в нарезке. Вот очень мало тут. 60 грамм и 24 лиры. 60 грамм. 24 это где-то 48 рублей. Если очень прям хочется, можно. А вот эти вот остальные, как вот в таких вот, это вообще не колбаса, короче. Там даже мяса, мне кажется, нету. Они невкусные. Так, еще хочу показать вам чаи. Чаи тут разные. Есть килограммы, вот Липтон чай, 300 лир, 600 рублей получается килограмм чая, но он невкусный, сразу говорю. Вот, например, вот этот терияки чай, он вкуснее, он выходит 470 рублей за килограмм. Вот, цейлонский чай есть, вот, пожалуйста, килограмм 135 лир, вообще за бесплатно, да? Ну да. 135, 270 рублей получается. То есть цены очень разные на чаи. Мне нравится Эрл Грей вот в таких вот, как бы, да, не в пакетиках. В пакетиках мы уже давно не берем. Вот. Что еще? Сахар. 5 килограмм сахара стоит 189 лир. Значит, где-то 380 рублей. 2 килограмма 82 лиры, значит, где-то 160 рублей. 5 килограмм муки стоит 94. Ну, где-то 190 рублей, да? Вот, макароны есть. Пачка за 14, за 20, за 27, за 14, за 27. Рис 2,5 килограмма, 99 лир. То есть 2,5 килограмма, где-то 200 рублей риса. Килограмм 43. Есть за 64, вот удлиненный, который. За 67 есть килограмм. Нут килограмм 54. Фасоль есть за 89. За белую фасоль килограмм 59 лир. Короче, зеленая чечевица 57 лир за килограмм. И красная, где она? 44. Вот. Дети, короче, кричатся. Мне кажется, тут уже продавцы устали от нас. Поэтому, наверное, сейчас быстренько еще вот это только покажу, что здесь интересного есть. Смотрите, 5 килограмм макарон, 118 лир. Есть длинные, есть как и вермишель. Вот они шумят. Это вообще прям... Так, что еще показать? Вот правда, даже боюсь, не знаю, как они будут ходить в школу. Мы думаем даже в разные классы их отдать, потому что... Я не знаю здесь, что даже, если честно, вам показать, потому что все такое разнообразное. Тут и засунули шампуни, и крема, и все. Вот, а я по продукту хотела сегодня только показать. В общем, наверное, все. Будем закругляться, идти домой. Сегодня, в принципе, как и вчера, собираемся в бассейн. Зовем в гости. Кстати, да, нам сегодня придут. Надо что-то к чаю попить. В бассейн. Пригласила подружек, вчера тоже приходили. Так, ну давайте еще только вот подсолнечное масло покажу. Литр 85 лир, а если оливковое масло, литр 199 лир. Вот, есть кукурузное 2 литра. Нет, не кукурузное, это где 5-литровая, интересно. Вот, кукурузная 5-литровая есть за 299. Вот она. У меня села зарядка, друзья, и мы уже пришли домой. Вот сейчас вот спустились в бассейн. Опять никого нету. Бассейн в полном нашем распоряжении. Сейчас до обеда быстренько побесимся тут. Потом после обеда, как я и говорила, еще придут друзья. Еще раз сходим. И так вот мы по 2 раза в день, а то и 3 иногда бывает перед сном, ходим в бассейн. Пока такая жара. Море вообще, это если только море прямо у дома будет, то тогда да, можно.
В общем, Азалька ходила в бассейн в садике и посеяла свою розовую шапочку. Вот, обнаружили мы только сейчас она мне призналась. Вот. В общем, впереди на следующей неделе еще, сколько там, 3-4 дня садиковские, это июлевские, да, то есть мы же в июле вводили, значит, за июль мы будем платить, поэтому за вещами, говорю, наверное, надо будет сходить кому-то из вас. Хотя они вообще напрочь отказываются в садик идти. Я не знаю, кого из них отправить, чтобы они и шапочку забрали, и все свои вещи, и все, в августе ходить точно не будем. Вот, по поводу того, что летать в Россию, лететь, не лететь, я еще не знаю. Все зависит от мужа. Я бы хотела поехать, конечно, все-таки все вместе. Вот, но он говорит, пока надо работать, не могу уехать, но мы планируем. Мы уже давно планируем в Россию, как бы всей семьей слетать, потому что за 3 года ни разу не были, понимаете, да, какая-то как бы все равно ситуация, хочется съездить. Вот, ну и навестить всех, давно не были, но август месяц с детьми вот так вот дома. Не знаю, короче, посмотрим, все по ситуации решим. Но в садик они не хотят, я их заставить не могу. Как-то так. В общем, мы сейчас в бассейн, друзья. Дети очень любят бассейн, оба здесь научились плавать. А где твоя шапочка? Быстро иди одевай шапочку. Азальке я дала свою шапочку, она ей большая. Думаю, ну хотя бы, ладно, я не буду мочить волосы. Здесь в бассейне сейчас такие как бы правила установили, что без шапочки никак, потому что, говорят, засоряются фильтры. Особенно у тех, у кого волосы длинные, без шапочки нельзя заходить. Вообще, по сути, изначально вот это я себе шапочку брала, но вот эта голубая слетает с алмаза, поэтому я ему это дала. Эту сама одеваю. А вот эта она прям хорошо держится, но видно, что она немножко глубокая для него. Ну ладно. В общем, я тоже пошла поплаваю немножко. Ребята, я хочу вам показать, как я умею под водой плавать. Вот это. Опять шапочку потеряла. Иди сюда ко мне. Кстати, иди сюда. Иди ко мне сюда. Вот сюда иди. Ну, не туда, вот сюда иди. Я снимала, как ты лежал. Покажи свой зубик. Зубик покажи. У нас, кстати, второй зубик упал. Сейчас должен вырасти. А у Алмаза уже давно упал. Уже оба нижних зубов выросло. А вы мне шапку. Шапку тебе одеть. Одень попробуй сама. Мам. Ну что, сходила я в бассейн. Знаете, по ощущениям, как будто бы вода за ночь стала похолоднее. Вот. В общем, наверное, буду заканчивать этот ролик. Сейчас наплаваемся, пойдем домой кушать, пообедаем и снова в бассейн после обеда. Такие у нас дни сейчас настали. Жара. Спасаемся как можем от жары. Вот. По морю уже я тоже соскучилась. Надеюсь, в следующий раз получится съездить на море. Хотя на этих выходных мы еще не сможем, нет. Потому что на этих выходных в субботу как раз самая жара, а потом уже спад наблюдается. Может быть, воскресенье, хотя, наверное, тоже навряд ли. Посмотрим. В общем, на этой прекрасной ноте буду заканчивать ролик. Всех люблю, всех целую, всем желаю счастья, здоровья, радости. Будьте здоровы, будьте счастливы. Всем желаю мирного неба над головой. Всем пока.